Доброй ночи, дорогие зрители моего канала, подписчики. Рад, что вы смотрите меня, комментируете то, что я пишу, то, что я делаю. Буду очень рад, если вы подпишетесь на мой канал и будете смотреть, потому что большинство, как оказалось, не подписались почему-то на мой канал. К сожалению, алгоритмы YouTube так работают, что если вы не ставите колокольчик, не делаете комментарии, не подписывайтесь на мой канал, мои видео задвигаются далеко вниз. Поэтому очень прошу вас, подпишитесь на мой канал, поставьте колокольчик, поставьте лайк, сделайте комментарий, я буду очень вам благодарен. Более того, среди подписчиков моего канала я буду раз в 3 месяца разыгрывать одну бесплатную работу. Сегодня я хотел бы рассказать еще об одном случае интересном. К сожалению, в наше время очень много инфантильных мальчиков. Так получилось, что во время 90-х многие семьи разваливались, и отдельно жили женщины со своими сыновьями, дочками, отдельно жили мужчины. Достаточно сложное время, люди по-разному его прожили, и те люди, которые там в 90-х, в начале 2000-х начали отношения, эти дети уже выросли и начали строить свою жизнь. Сейчас пойдет речь об одном инфантильном, скажу проще, очень много сейчас выросло инфантильных мальчиков, которым 24, 25, 27 лет. И они привыкли, что за ними все делает их мама, за ними попу подтирает, им говорит, как делать, на какой женщине жениться, выбирает им работу, выбирает им ихнее будущее, ихнюю жизнь. По моему опыту, эти мальчики несчастны, потому что рано или поздно они лишатся либо своей половинки, либо своего будущего, они будут жить не своей жизнью, а жизнью своей матери. Потому что мать лезет постоянно в их жизнь, в их семью, в их быт. И они привыкли жить так, чтобы за ними заботились только и ухаживали. Они не привыкли ни о ком заботиться. Очень часто сейчас обращаются женщины, большей части женщины, когда матери вырастили своих детей, грубо говоря, не давая быть им мужчинами, делая за них всю работу, все в жизни, выбирая им, куда пойти, как жить, что делать, решая за них проблемы. Тем самым из них вырастают не мужчины, а что-то среднее между мужчиной и женщиной. К сожалению, это так. И в данном случае, в данной истории, это история о том, как одна мать, грубо говоря, уничтожила будущее своих детей. Скорее всего, она думает, что она делает добро и хорошо своим детям. Но это не так. Значит, история такова. Давным-давно, лет 27-28 назад, одна женщина встретила мужчину, они женились, завели 2 детей, 2 мальчика. Через год-полтора она бросила мужа и начала сама их воспитывать. Она вложила в этих сыновей все, не давала им ничего делать, за них делала уроки, решала их проблемы. Мальчики выросли, и вот один из таких мальчиков, красивый мужчина, пошел в жизнь и встретил девушку, влюбился. Девушка оказалась на 8-9 лет старше, у нее был ребенок на тот момент. Вот. Естественно, матери сразу же не понравилось, что у них разница в возрасте. И мать, когда они решили жениться, и у них была свадьба, сразу же на свадьбе сказала, что гадалка мне сказала, что у моего сына будет 2 жен, и только со второй он будет счастлив. Она прямо женщине, на которой он собирался жениться, прямо на свадьбе такое заявила.
ну, типа, сейчас погуляем, все равно же свадьба, типа, но от чего женщина просто, девушка, скажем так, обалдела и сказала, ну, если он и женится, то женится второй раз на мне. Вот. И это, естественно, ее, грубо говоря, завело в тупик. Вот. И изначально мать, то есть вот только они женились, начала лезть в их постель, спрашивала, какой размер у ее чада член, как он трахается. Естественно, эта девушка, которая ко мне обратилась, ничего этого не говорила и начала жаловаться своему мужу. На что муж сказал, ну да, у меня такая мама, ей все хочется знать, сколько у нас секса, ну ты ей не говори и все. Естественно, он матери ничего не сказал, и мать дальше продолжила лезть в них грязное белье, приезжать, говорить ей, как положить вещи, как готовить ее сыну, как за ее сыном ухаживать. И так прошло 3 или 4 года. Плюс и она начала растить, пытаться растить из этой женщины не женщину, а маму. Она ей говорила, что как и делать. Естественно, женщина на 3-4 год совместного житья вскипела и сказала, иди-ка ты куда подальше. Рассорилась с матерью, а так как и сам ее муж вел себя инфантильно, она в горячах, в скандале, так как он то работал, то не работал, находил работу на 2, на 3 месяца, на 4, потом бросал, потом просыпал, потом еще что-то, у него все что-то не получалось. И всю семью тянула большей части она. В один какой-то момент она послала мать куда подальше и сыну сказала, что перестань себя вести как ребенок. Ну, совершенно простые, без сильного скандала, совершенно простой разговор был, на что сын развернулся и ушел, сказал, все, мы разводимся. И так прошло 3-4 месяца, она поняла, что она без этого мужчины жить не может. Они уже подали на развод на данный момент, и вот они разведутся в ближайшее время. И сейчас она поняла, что она все-таки хочет вернуть этого мужчину и эти отношения своего мужа, в принципе, с которым она развелась. И в данной ситуации я буду делать сильный приворот, очень сильный приворот, чтобы, несмотря на инфантильность и на то, что она наговорила матери, потому что в основном они разошлись из-за того, что она наговорила матери сгоряча, чтобы та не лезла в их жизнь, не лезла ни в интимную жизнь, не смотрела, как-то стирает, как-то готовит, как-то что-то делает. Значит, и после этого он решил уйти. То есть, ну, раз ты не принимаешь моих родственников, раз ты не хочешь слушать мою маму, значит, я соберусь и уйду. Ну, как бы это поступок инфантильного мужчины, который во главе семьи, во главе себя ставит не себя, а свою мать. Так что вот так вот. Ну и в данной ситуации я делаю очень сильный приворот и небольшой отворот от матери. Это я уже сделал, чтобы немножко разорвать связь с матерью, так как она очень опекала их, и он привык к этому, скажем так, и того же требует от своей женщины. Быть не женщиной, а быть матерью. Разлился.
вот мы и закончили с вами нашу работу. Всего хорошего, до свидания. Подписывайтесь, колокольчик, ставьте свои комментарии. Буду рад слушать вас и видеть в следующем эфире. Всего хорошего, до свидания.